Помню, ты меня просил порекомендовать тебе, что же купить на Binance. Но так как с Binance сейчас происходят какие-то непонятные ситуации, и он, в принципе, уже такой большой, огромный, привлек достаточно внимания и сотрудничает с SEC, и ему ничего не остается делать, как если SEC скажет, то блокировка может начаться всех из России. Поэтому есть альтернатива, это Femix. Приветственный бонус здесь порядка $180. Акция эта длиться будет не вечно. Какую привилегию дает вообще депозитный ваучер? Во-первых, он перекрывает комиссионные. Приобретая какие-то активы по споту или даже торгуя контрактами, этот ваучер дает возможность какое-то время не платить за комиссии. А расходы ваучер берет на себя. И сегодня покажу тебе 3 монетки. Также хочу вначале сказать, чтобы ты не топил в 3 монеты, это тоже очень рискованно и опасно. Хотя бы дождись выхода всех 10 монет, да, которые я считаю более перспективными, более безопасными и которые могут на бычьем цикле дать от 10 до 100 иксов и более. Первая монетка в этом списке это Matic. Ее неплохо сейчас откупают. Давай посмотрим на TradingView. Здесь есть возможность посмотреть на полный график этой монетки, куда она падала, какие иксы давала. Так, максимальные иксы, старт у нее был в 2019 году, и в 2022 году она дала порядка 1049 иксов. Терпеливые на новостном шуме могли отсюда выскочить. Те, кто заходили в приват раунд, по низкой стоимости закупая эту монетку. Монетка уходила на минус 80% и сейчас торгуется со скидкой в 74%. Подготавливают ее уже, возможно идет подготовка, а может еще раз прольемся. Пока у всех внимание приковано к биткоину, более какие-то фундаментальные монеты, которые будут полезны в будущем, их получается потихоньку стараются выкупать с рынка. Максимум у нее был $2.90. В общем, полезность у этой монетки есть, она разработана для поддержки и развития инфраструктуры, содействия масштабированию эфириума. В эту монетку поверили такие фонды, как Binance Labs и Coinbase, AU21 Capital и исследования Аламеды. Ценники, по которым она, в принципе, продавалась сначала фондом, потом каким-то платформам и потом уже первоначальное предложение. Делим хаи на эти предложения, то есть на хаях монетка доходила до $2.90, а фонды ее смогли купить по 0.3079 пунктов, что в итоге у фондов на хаях было 3670 иксов в моменте. Умножая это хотя бы на $100, это получается 3067 тысяч долларов. Потенциал матика даже вот с этих пунктов, перебив хай, может вылететь и взять 20 иксов. Как мы видим, прошлая долгая ситуация была в стадии накопления, ничего не происходило. Нетерпеливые все сразу повыскакивали, и монетка дала 247 иксов. Изначально, когда ты попадаешь в эту приветственную страницу с бонусом $180, далее ты нажимаешь кнопочку «Рынки», соответственно, перед этим проходишь регистрацию, если ты не зарегистрирован. Если зарегистрирован, то сразу переходишь в рынки, а здесь в поиске вбиваешь, к примеру, Matic. В общем, здесь вот поисковая, да, часть. И вот Matic появился. Matic самый первый. Далее, чтобы приобрести эту монетку, переходишь в сделки. Сделка тебя перебрасывает. И, соответственно, там по лимиту приобретаешь. По лимиту более выгодно, меньше затрат, чем по рыночной стоимости за монетку. Выставил лимит, по которой ты готов купить. И забыл. Ну, как бы пришел, посмотрел, хоп, сделка как бы закрылась. Купить удалось. Автоматически все покупается. Вторая монетка это EOS. Если Matic мы видим, что Matic стрелял, да, то этот еще особо-то и не стрелял. В 2018 году монетка эта стала торговаться. Были, конечно, результаты у нее. Так, здесь получается 4,5 икса. Снизов вверх. Здесь у нас 9 иксов, 70%. EOS, оно вообще как бы не особо-то распамплено еще. Поэтому перспектива тоже может быть. Но нужно иметь распределение. Чтобы поймать нормальные иксы, там 50, 100, 200, 300. Надо все-таки распределять, чтобы в случае чего попасть в нужную ракету и перекрыть все убытки в тех монетах, в которых результата не будет. Или результат будет маленький. Потому что, допустим, какой-то результат на монетках может переместиться на следующие там 4-5 лет. Это тоже нужно учитывать и понимать. EOS
на хаях достигал 24 доллара 67 центов. Конкретно на рынке, да, что можно было заработать, приобретя эту монетку на просадке? Это 51x. Как бы тоже неплохо, умножая это на 100 баксов, результат получается 5139 долларов. Это тоже очень вспомогательная монета, которая дает возможность, поддержку, да, создавать контракты и децентрализированные приложения. Смотрим инвесторы. Здесь инвесторов уже побольше инвесторов. Есть разные, получается, фонды, в которую они, в принципе, на старте заскочили. Сейчас я тебе скажу, по какой цене. И сидят там и выращивают эту монетку. Цена была, получается, еще тогда было актуально с 2017 по 2018 еще было актуально ICO. И первичное размещение монеты, получается, был по 4 доллара 47 центов. То есть это даже дороже, чем на рынке. Такое тоже бывает. Ну и поделим это все на 24 доллара, получается 5 иксов на хаях было. Получается, что она не успела еще себя зарекомендовать и дать фондам те иксы, за которыми, в принципе, они пришли. Возможно, нельзя сказать, да, что вот фонд, если садится в эту монетку, значит будут тут большие иксы. Они также рискуют, также распределяют денежные средства, делают ошибки, обжигаются. И даже если мы продолжим находиться в этом коридоре и не сделаем вдруг перехай, хотя предстоят такие вот перемены с децентрализацией, в перспективе могут ее продвинуть в космос и дать хорошие иксы, не перебивая даже ATH, а здесь вполне можно поднять где-то в районе 16 иксов. Если спрос на децентрализированные приложения будет достаточно высок, то эта монетка тоже может дать очень большие иксы. Это в районе где-то 492 икса в ближайшие там 2-3 года. И теперь рассмотрим монетку DOT, третья в этом списке и не последняя. На сегодня последняя, вообще не последняя. Поэтому актуально рассмотри свой депозит монет на 20, на 50. Как-то вот так, чтобы распределить это все. На 50 может сильно много, монеток на 20 вот так, чтобы распределить и зайти в более такие осознанные проекты, которые могут показать тоже большие иксы. Здесь, в принципе, на графике что можно было заработать? Это порядка 26 иксов и 70%. Сейчас DOT упал на 88%. Если он ATH не перебивает, то получается в районе 7 иксов. Если все-таки пойдет на перекрытие своего ATH, то может сделать и в районе где-то 49 иксов 60%. Это чисто сейчас получается пристреливаемся, присматриваемся. Как появятся большие объемы, будем заходить в эти монеты. Но если в принципе не жадничать, можно уже и сейчас. Тремя способами, то есть определить одну в точку входа, сейчас, допустим, ниже упадет, тоже докупить, ниже упадет, еще докупить. Это не значит, что каждый день надо докупать, да, потому что оно ниже можно идти. Поэтому надо все-таки распределить себя вот себе конкретно. Вот. Фонды заходили, значит, в Polkadot по 0,29 центов, что в итоге получается 189 иксов на хаях. А на сегодняшний день это 23 икса. Так что появится список более фундаментальных монеток и более рискованных, с которыми мы, в принципе, постоянно работаем, потому что Shiba очень сильно вдохновила каждого, то, что за короткий период времени можно стать долларовым миллионером с маленькой суммой. Внизу под видео есть ссылка на регистрацию этой биржи. Также есть ссылка на телеграм-чат, в котором есть платформа, которая дает возможность заходить после фондов. То, что там, в принципе, произносится, то, что там происходит, это просто какой-то взрыв мозга. Сложно, конечно, в это поверить, что какая-то компания заинтересована в том, чтобы пользователи умели продавать и в этом разбираться. Но одно я точно знаю, что профессии меняются, и вплоть до того дойдет, что будет профессия, она уже, в принципе, есть, которой я занимаюсь. Это обучение, как приобретать криптовалюту. Это своего рода консультирование, консультант, который помогает обойти препятствия и сделать покупку криптовалютой довольно простой и легкой. И майндсет, который они придумали, это вообще пушка. Ладно. Благодарю за лайк, благодарю за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео. И до новых встреч!